без всякой сентиментальности. У подавляющего большинства заключенных преобладание примитивных потребностей, необходимость сконцентрироваться на себе, на сохранении своей жизнеспособности приводила к обесцениванию всего того, что не служило этим исключительным интересам. Этим объясняется полное отсутствие сентиментальности, с которым заключенные воспринимают окружающие. Я внезапно осознал такое изменение отношения, когда меня везли из Аушвица в баварский филиал Дахау. Транспорт, который вез меня вместе с примерно 2000 заключенных, шел через Вену. Мы прибыли на вокзал после полуночи. Я знал, что дальше железнодорожные пути пролегают вдоль той улицы, где я родился и жил много лет до самого дня депортации. В маленьком арестантском вагоне с 2 зарешеченными окошками нас было человек 50. Места всем не хватало. Многие ехали стоя, и большинство стоящих теснились к окошкам. Я был среди них. Мой родной город. Каким я мог его увидеть через оконные решетки, между головами, стоя на цыпочках, показался мне призрачным. Да и все мы чувствовали себя скорее мертвыми, чем живыми. Мы думали, что поезд идет в Маутхаузен, и значит, жить нам осталось 1-2 недели. Улицы, площади, дома моего детства, моей родины я воспринимал, и это было вполне четкое чувство, так, будто сам уже мертв. Сам, как призрак, смотрю на этот призрачный город. После многочасового ожидания поезд отошел от станции. Теперь будет улица, моя улица. Молодые парни, имевшие за плечами уже несколько лет лагерной жизни, плотной стеной стояли у окошка. Для них эта поездка означала возможность хоть каких-то новых впечатлений, и они смотрели, не отрываясь. Я стал умолять их пустить меня ближе хоть на 1 минутку. Я пытался объяснить им, почему это было для меня так важно, так необходимо. Моя просьба была отвергнута наполовину грубо, наполовину насмешливо и иронически. «Ты столько лет там жил, ну так ты уже насмотрелся.